Здравствуйте, с вами Leverage for Excel. В этом видео я разберу пример дороги с условным номером 102. Это существующая дорога, на которой измерения до начала работ были выполнены вообще на другом участке дороги, то есть не на том, на котором шли работы. И давайте посмотрим, какие отчеты получаются в этой ситуации. Заходим в пример отчетов. Кусей Гальют. Здесь две папки, 102 и 102.2. Мы начнем с папки 102, которая соответствует тому, что я сказал, этой ситуации. А папка 102.2 это пример, в котором измерения до и после поменены местами. Просто чтобы посмотреть симметричную ситуацию, как это выглядит. Так, заходим. Давайте с послаблениями начнем. Итак, мы здесь видим, что у нас все зеленое, штрафов нет. И мы здесь видим, что у нас комментарий первый, что отсутствует измерение, а второй, что перекресток. Ну, то есть первый комментарий как раз говорит о статусе измерений до начала работ, а второй комментарий говорит о том, что, ну, в принципе, это не так уж и важно, потому что у нас перекресток. Вот, и здесь аналогично другие послабления тоже есть. Давайте посмотрим, как это выглядит без послаблений. Тоже с включенными другими режимами. Без послаблений тоже все зеленое, но причина, по которой у нас нет никаких проверок, состоит в том, ну, нет проверок, потому что у нас коричневое здесь все выделено. То есть нет ни одного на белом фоне. То есть пропуск пропущено. Проверка пропущена. То есть сами 10-метровки есть, но проверка пропущена. По той причине, что отсутствует значение. Это единственная причина в данном случае. Давайте посмотрим на четвертую полосу. Ну, здесь, в общем-то, аналогично. Просто идет в обратном порядке. Давайте посмотрим на Excel в детали, что у нас с этими статусами подробнее. Вот мы видим, что у нас это до начала работ, предварительные измерения. Вот что они отсутствуют, коричневым подсвечено. Дальше мы видим также это по статусам. Вот МТ1. МТ1 означает как раз, что пропущено в одном из измерений, в одном из замеров, в данном случае предварительное. Можем посмотреть здесь в настройках. Вот МТ1 соответствует отсутствию измерений в предварительной проверке. МТ2 это измерение в приемке отсутствует. Это значит measurement 1 до measurement 2. Это после измерения 1, измерение 2. А это MB, это measurement both, то есть оба измерения отсутствуют. Таким образом это вот закодировано. Соответственно, по приемке у нас здесь перекрестки, короткие участки. Получаем такие результаты. А без послаблений это у нас выглядит следующим образом. Давайте, например, четвертую полосу откроем. Значит, у нас тоже до отсутствует МТ1, отсутствует измерение. И после у нас статусы обычные, которые идут на проверку.
Но получаем мы в итоге статус, что измерение отсутствует. И теперь давайте посмотрим на 102.2, когда у нас наоборот. То есть мы видим, что в комментарии порядок поменялся, что перекресток, и это соответствует измерению до, а потом, что отсутствует значение, что соответствует измерению после. Вот, ну и можно прямо здесь посмотреть в PDF. Вот у нас до идут режимы, которые соответствуют послаблениям. Еще раз можем глянуть на настройки. Вот они, различные особые участки, перекрестки, изгибы, короткие участки, а потом МТ2, то есть уже по приемке отсутствующее значение. И в конце мы видим тоже такие вот результаты. Вот таким вот образом у нас обрабатывается ситуация с отсутствующими значениями на всем участке. Все программа наглядно отображает цветом. В деталях можно видеть конкретные статусы в комментариях. Все программа идентифицирует четко. На этом в этом видео все. Спасибо за внимание. С вами была компания Leverage for Excel. Будьте здоровы и эффективны. Всего доброго.